So, as Paul said, this will be a talk on how worship gets inculturated. Итак, мы будем говорить, как и Павел указал, о том, как поклонение укореняется в культуре. A good question to start exploring this topic together is the question of how we imagine the body of Christ. Хороший вопрос, с которого можно начать, состоит в следующем. Как мы себе представляем тело Христово? Who do we imagine is present when we gather? Как вы думаете, или кого мы себе представляем, когда мы собираемся вместе? Especially when we think of the culture that we bring in, how can we receive what is good from our own culture? Мы все приносим какую-то культуру в собрание. Как мы можем и что мы можем из этого получить? How can we hold on to the good in our own culture and also receive the gifts from other cultures? Как мы можем принимать что-то хорошее из нашей культуры и также принимать что-то хорошее, сокровище, даже можно так сказать, сокровище из других культур? And especially when it comes to relationships across cultures, how can our relationships model kingdom relationships? И также, когда мы говорим о поклонении, в нем участвуют представители различных культур, как наши отношения моделируют отношения Царства Божьего. When we talk about worship being inculturated, what we want to remember is that it's important not to have an escapist mindset. Когда мы говорим о том, что наше культурное или наше поклонение должно быть укоренено в культуре, очень важно избегать такой представления эскапизма, это называется, то есть желание убежать от действительности. Worship always happens in a particular time and place. Потому что поклонение всегда происходит в определенном месте, в определенное время. Worship always happens within a particular culture. Поклонение происходит внутри определенной культуры. Culture is a difficult word to define sometimes. Иногда это тяжело определить, что значит слово «культура». I'll be using a rough definition of a distinct way of being in the world. Я очень грубое определение приведу. Это особый способ жизни в мире. Вот культура — это особый способ жизни в мире. Особое место. One of the ways that we can tell what our culture is, because sometimes it's hard to tell our own culture. Sometimes it's hard to tell our own culture. Иногда очень тяжело определить нашу собственную культуру. So one of the ways we can tell is by asking, what are the things we take for granted? И как мы можем это сделать? Нужно спросить себя, а какие мы вещи в нашей жизни воспринимаем как, сами собой разумеющиеся. And you only sometimes realize that you take it for granted when an outsider to the culture comes in, and then it becomes apparent. И только тогда мы можем понять, что некоторые вещи в нашей жизни мы воспринимаем таким образом, только когда кто-то из другой культуры появляется в нашем окружении, и тогда это видимо. For instance, if someone comes in and starts talking about Sunday as being the first day of the week. Например, если какой-нибудь, скажем так, аутсайдер приезжает и начинает говорить о воскресенье как о первом дне недели. That was something that I learned about the way that your understanding of time and the week works. Это что-то, чему я научился относительно вашего понимания времени, да, и дней недели. С какого дня мы начинаем отсчет. But there are also certain questions that we can ask ourselves just to get a sense in our own minds of what particular culture is in our church. Но также нам нужно задать вопрос самим себе, а какова же культура в нашей поместной церкви? So not only do the people in the church bring cultural understanding in, but the church itself oftentimes has a particular culture. То есть люди не только приносят какие-то элементы культуры с собой, да, но церковь сама по себе продуцирует, то есть производит какую-то культуру, имеет ее. We can ask ourselves, are many of the people here rich or poor? Мы можем спросить себя, да, поставить вопрос, задать вопрос, многие ли люди тут богатые или бедные? Educated, not educated? Образованные, необразованные.
Professionals, factory workers, stay-at-home mothers. Это мамы-домохозяйки или профессионалы в какой-то области, какие-то, ну, может, инженеры, там, специалисты. Certain political affiliations. Может, у нас есть какие-то политические предпочтения. Dominant ethnic groups or prominent families in the church. Возможно, есть какие-то этнические группы или особые семьи, кланы в церкви. Very formal style of relationship or very expressive informal style. Какой стиль общения у людей? Он очень формальный, такой холодный, сдержанный, либо очень неформальный, экспрессивный. Any unwritten rules of codes of behavior that you only realize you've broken if you're an outsider coming in. Какие-то, возможно, неписанные правила, какие-то коды, знаете, которые вы можете понять, что они существуют, только если приходит какой-то человек извне, ну и их нарушает. We could even look at the way that people value time and either punctuality, being on time, or being more relaxed with use of time. Мы можем посмотреть на то, как люди относятся к времени, то они пунктуальны или они более расслаблены в отношении времени. We can go on, but these are some of the questions that help us get a sense of what's the cultural profile of our church. Вот это, как бы, можно дальше развивать эту тему, но вот это вопросы, это те типы вещей, на которые следует обратить внимание, чтобы ответить на вопрос, а какой же культурный профиль, можно так сказать, нашей конкретной поместной общины. This topic we could talk about for the entire 2 days if we wanted to. Об этой теме на самом деле можно вообще все 2 дня было говорить. But it's important for us in our present moment to just get a basic framework to understand how worship can relate to culture. Но в данный конкретный момент нам нужно просто какую-то общую картину составить в отношении того, как поклонение может быть ассоциировано с культурой или соотносится с ней. So, because worship always happens in a particular time and place, worship is always enculturated. Итак, из-за того, что поклонение всегда происходит в определенное время, в определенном месте, это значит, что оно всегда укоренено в культуре. Our language, our history, our geographic context, all of these affects the background of what we bring into our understanding of who we are and what we're doing. Наш язык, наша география, наша история, это все влияет на то, как мы себя представляем, то, как мы себя понимаем и то, чем мы занимаемся. When we think about the relationship of worship and culture, there's 2 extremes we want to avoid. Существует 2 крайних точки, 2 крайности, которые нам стоит избегать в отношении поклонения и культуры. One extreme we could call syncretism. Одна из этих крайностей можно обозначить словом синкретизм, которое значит смешивание. We could also call it cultural accommodation. То есть культурное, ну мы бы сказали, наверное, обмельчение, да, то есть слишком вовлечение в культуру слишком сильно. It means that we take all of a culture's practices and we never ask any questions. We just accept everything that's given to us by the culture. Другими словами, мы берем все, что предлагает нам культура, все практики какие-то культурные, и принимаем их в церковь, как бы не спрашивая, хорошо это или плохо. And we take our Christian faith and we make it fit within the culture. И другими словами, мы берем нашу христианскую веру и пытаемся ее встроить в культуру. On the other extreme that we want to avoid is non-contextualization. С другой же стороны, существует обратная опасность, обратная крайность, это недостаток контекстуализации. This is the escapism that I was talking Это about. именно тот эскапизм, о котором я говорил, попытка убежать от реальности. We refuse to engage any cultural elements that we might be unfamiliar with. Мы отказываемся вообще воспринимать какие-либо культурные аспекты, которые нам не знакомы. Or sometimes we refuse to bring our own culture into worship. И иногда отказываемся просто свою собственную культуру как-то проявлять во время поклонения. We believe that there is some otherworldly spiritual practices or songs that are better than the ones that we would find in our own culture. То есть мы считаем, что ну это где-то там хорошие духовные песни составляют там или практики какие-то поклонения. Вот это лучше все, чем то, что у нас тут есть.
So to ask the question of what worship can look like in our particular culture, И поэтому, задавая вопрос, как же поклонение может выглядеть в нашей конкретной культуре, to ask that question is a lifelong process of learning and growing in wisdom. и для того, чтобы дать ответ, или задавая этот вопрос и получить ответ на него, это процесс длиной в жизнь, возрастания и обретения мудрости. Some very important values for learning how to inculturate worship are discernment, humility, love, mutual submission. И очень важно в этом процессе проявлять любовь, смирение, взаимное упокорение, да, скажем так, смирение друг перед другом, размышление. Mutual submission would be submitting to one another out of reverence for Christ. Когда мы читаем взаимное подчинение, да, это то, когда мы читаем, что мы подчиняемся друг другу в страхе Христовом или перед Христом. Giving and sharing gifts between each other. Отдавая и принимая различные дары, которые мы имеем. One way that I have found helpful and that the Calvin Institute of Christian Worship has used to understand worship in culture То, что я считаю очень полезно, и то, что мое учебное заведение очень долгое время использует для того, чтобы понимать культуру и поклонение, is the Nairobi Statement on Worship and Culture. это найробийское утверждение о поклонении и культуре. Найроби — это столица Кении, то есть там оно было составлено. It gives us a framework to understand this topic. И это утверждение дает нам такую, скажем так, рамки, в которых нам легче понять эту тему. It was produced by the Lutheran World Federation. Она была, или это утверждение было выработано Лютеранским мировым союзом, Всемирным союзом, Федерацией, прошу прощения. And the framework attempts to be as dynamic as possible. И это утверждение пытается быть настолько динамичным, насколько возможно. So it's not just one way that worship is enculturated. Потому что не существует просто одного способа того, как можно укоренить в культуре поклонения. Worship relates to culture in at least these four ways. Поклонение укореняется в культуре в 4, скажем так, направлениях или сферах, или можно сказать векторах. So for the next several minutes, I'll just take some time to go through the four, but I will list them now for ease of understanding. И я сейчас их просто представлю, и потом еще немножко больше скажу о них конкретно. There's in our faith and in our worship there are transcultural elements. Во-первых, в нашей вере, в нашем поклонении существуют внекультурные элементы. Transcultural would refer to the same substance for everyone, everywhere, almost beyond culture. И когда мы так говорим, мы имеем в виду, что существует одна и та же сущность для нашей веры и поклонения повсюду, везде, вне культуры, которая в каком-то смысле превосходит культуру. Then there's the contextual. Потом второе измерение — это контекстуальное. Worship is always contextualized. Потому что поклонение всегда контекстуализировано. There are things that will vary from the local, according to the local situation. Потому что и существуют вещи или аспекты, которые будут отличаться в зависимости от местной ситуации. That includes geography and nature, but also the people that live there. География, природа и просто сами по себе люди, которые там живут. The next one is the countercultural. Контркультурное измерение. There are elements of our faith that inevitably challenge elements of our culture. Sуществуют элементы в нашей вере, которые однозначно будут противоречить тому, что нам пытается навязать культура. Just as our covenant relationship calls us to cast away all of the other idols that we want to pledge ourselves to. Например, наша вера призывает нас, наши заветные отношения призывают нас отречься от всех идолов, к которым мы можем быть привязаны. So the gospel calls us to resist certain things in our own culture. И таким образом Евангелие призывает нас противостоять каким-то аспектам нашей собственной культуры.
The final way to think about the relationship of worship and cultural is how worship is cross-cultural. И четвертое, последнее измерение в отношении культуры и поклонения – это межкультурное измерение. This would be a small example of a cross-cultural worship exchange. Вот небольшой пример того, каким образом, что это значит. And it involves sharing gifts from one to another. Межкультурное измерение означает обмен дарами, которые существуют в разных культурах от одного к другому. It was a neat experience for me to hear and try to sing along with some of the worship songs that I know from the U.S. context. Интересный такой вот момент для меня было петь вместе с вами песни, которые у нас они переведены на русский, и я пытался петь их вместе с вами, потому что я одну знаю мелодию. So let's go back now and look deeper at each four of these ways that worship and culture have a dynamic relationship. И давайте мы сейчас немножко глубже посмотрим на каждое из этих измерений, посмотрим, какую динамику они предоставляют для отношения поклонения и культуры. And at the top of each of these slides will be a basic statement of what the affirmation of faith is. И в каждом на каждом из этих слайдов будет вот первое предложение, это, скажем так, ключевое утверждение в отношении этого измерения. So worship is transcultural because of the resurrected Christ whom we worship. Поклонение является внекультурным, потому что из-за воскресшего Христа, которому мы поклоняемся. The resurrected Christ is the one through whom we know the grace of the triune God. Воскресший Христос является тем, через кого мы познаем благодать триединого Бога. And Jesus, as the resurrected Lord, transcends all time and culture. И воскресший Христос, который является Господом, Он превосходит все времена и все культуры. And so we receive certain historical transcultural elements that are handed down to us. И поэтому мы принимаем некоторые исторические элементы поклонения, которые нам передали предки. These are certain things that we can find all throughout Christian churches throughout history and the world. И поэтому мы можем обнаружить эти элементы везде и повсюду, во все времена среди христиан. Certain things that we share would be congregational singing would be an example. Например, во все времена, всегда и везде христиане поют вместе. Baptism and Lord's Supper are other examples. Другой пример – это крещение и вечеря Господня. The grand narrative of the life of Christ, which many churches see in the church year. Для многих церквей это также календарный год, церковный год, когда они наблюдают жизнь Христа от начала до конца, исследуют в течение года. The reading of the Bible in worship. Чтение Библии во время поклонения. Certain basic statements of faith, known as the ecumenical creeds. Некоторые утверждения веры, которые известны как символы веры. This would be the Apostles' Creed and the Nicene Creed, which lay out our belief in God as Trinity. Например, апостольский символ веры или никейский символ веры, которые закладывают фундамент наших убеждений в триединого Бога. Another transcultural element would be the Lord's Prayer. Другой транскультурный, внекультурный элемент – это молитва Господня. Our Father would be the other way to say it. Или Отче наш, как мы говорим. Do you know the Lord's Prayer or the Our Father? Я думаю, мы знакомы, с молитвой Отче наш. I hope so, because we'll be saying it later in worship together. Я надеюсь, что вы знаете слова, потому что сегодня во время показательного богослужения мы будем его повторять вместе. I'll now explain a little bit more in depth the contextual relationship of worship and culture. Немного о контекстуальном измерении отношений культуры и поклонения. When Jesus came into the flesh, he came into a particular culture. Когда Иисус родился во плоти, когда он воплотился, он воплотился в определенном месте в определенное время. In this mystery of the incarnation is where we get the mandate to contextualize our worship.
И в тайне его воплощения лежат модель и право для контекстуализации христианского поклонения. So this means that when we gather to worship, we shape time in certain ways. И когда мы собираемся, это значит, что когда мы собираемся вместе для поклонения, мы каким-то образом распределяем свое время. We sing heart songs of particular people. Heart songs. Мы поем какие-то определенные песни, которые касаются нашего сердца. We use local instruments and art forms and musical techniques. Мы используем какие-то характерные для нашей культуры инструменты, музыкальные техники. We pay attention to particular ways of expressing love, joy, repentance, reverence for God. У нас свои особенные какие-то способы выражения нашей радости, любви, нашего почтения Богу. We affirm the particular spiritual gifts of different communities. Мы утверждаем различные дары по-разному. So, for instance, some cultures are especially, in some contexts, are especially good at sharing hospitality. Ну, например, некоторые культуры необычайно преуспели в том, чтобы демонстрировать гостеприимство. Other cultures are very good at theological writing and thinking. Другие культуры преуспели в богословском размышлении и написании книг. There's, of course, always variety of cross cultures, but you can see certain distinctives within contexts. И, конечно, существуют межкультурные взаимосвязи, но в каждой отдельной культуре вы видите какие-то, характерные только для этой культуры вещи или аспекты. And it is appropriate for worship to make use of the local contextual meanings and practices. И это абсолютно приемлемо и нормально для поклонения, для служения поклонения, взять какие-то элементы культуры и их применить в своей практике. We'll look a little bit now at the countercultural relationship of worshiping culture. Двигаемся дальше. Следующее измерение контркультурное, то есть такое, которое противостоит культуре. Jesus came to transform all cultures and calls us not to conform to the world, but be transformed to Jesus' will. Иисус Христос пришел, чтобы преобразовать всех людей и все культуры, и призывает нас не соответствовать миру или не сообразоваться с миром, но преображаться вместе с ним. There are things that need to be critiqued and repented of in every culture. В каждой культуре существуют вещи, которые мы должны критиковать, и от которых мы должны отвернуться, покаяться в которых. Things that need to be transformed so they can be brought into conformity with God's coming kingdom. Вещи, которые должны быть преобразованы или отброшены, или преобразованы, лучше сказать, в соответствии с Божьим приближающимся царством. So some examples that I thought of from many Western contexts are из многих западных контекстов некоторые примеры, которые я могу привести. Idolizing the self. Например, мы идеализируем себя, личность. Idolizing wealth and power. Или мы идеализируем богатство и силу. Idolizing national identity. Иногда мы идеализируем национальную идентичность. But it could be also something as simple as a cultural context of where dishonesty is prevalent. Или, может быть, такая простая вещь в культурном контексте. В некоторых культурах, скажем так, нечестность превалирует, ее много. Or it could be gossip or relational infidelity. Сплетничество, неверность какая-то в отношениях. All of these things are critiqued by the gospel. Эти вещи критикуются Евангелием. Let's look at the fourth one. Последнее, четвертое измерение. The cross-cultural. Межкультурное. Jesus came to be the savior of all peoples. Иисус пришел, чтобы быть спасителем всех людей. He welcomes the treasures of earthly cultures into the city of God. И Он привносит сокровища земных культур в город Бога. So again, some examples would be sharing psalms and hymns across cultures. Например, примером может служить песни, которые мы разделяем как представители разных культур, которые у нас есть общие. And I'm so happy that at events like this we can even receive gifts from different denominations. И я очень рад тому, что вот на таких событиях мы можем из различных деноминаций приносить какие-то свои сокровища. And it's important when we are crossing cultures to take care
to understand and respect. В этом смысле мы с вами привносим что-то свое и учимся любить и уважать друг друга. Take time to learn what it means for different art and architecture and music and gestures and postures in worship. Подумайте о том, чтобы понимать и уважать музыку, искусство, архитектуру, жесты и даже позы различных культур. Now, I can't remember, did I put the exercise next in the slides? We're not going to do that, but this is an exercise for you to take with you. Вот небольшое упражнение, которое вы можете выполнить в свободное время. You could take these four dimensions. Thank you. You could take these four dimensions of the dynamic relationship of worship and culture. Вы можете взять эти 4 измерения динамических отношений между культурой и поклонением. And think of how all four of these dimensions are found in your church's worship. И применить или посмотреть через их призму на свое поклонение, на свое служение. And you might even ask too if there's something that you believe is weaker. И может быть вы обнаружите, что есть в чем-то слабость. And might need to be emphasized more. И в этом аспекте нужно потрудиться больше. For instance, if you believe that your culture in your church may be too conformed to the culture around it, возможно, вы исследуя свою культуру церковную, вы обнаружите, что она слишком, скажем так, соответствует или не соответствует, слишком сливается с культурой окружающего мира. You might want to pay attention to the countercultural elements. Возможно, в таком случае вам нужно обратить внимание на контркультурность или возвысить контркультурность своей церкви. Or you might see that you have a lower value on the transcultural elements, the things that you receive from historical developments. Или, может быть, внекультурное измерение, ну, скажем так, слабенькое у вас, и у вас не так много исторических каких-то элементов, которые ценятся всеми христианами во все времена и во всех культурах. So you might take time to learn and to practice more of the things that Christians around the world and throughout history have shared. Возможно, вам нужно больше внедрять и практиковать вещей, которые ценят христиане по всему миру во все времена. Now, one question that I am really interested to talk about, and I don't know, Greg, are you planning to try to raise this question at all in the afternoon? The question would be, what are some of the distinctives of Ukrainian culture or culture in this region? Итак, вопрос, который я хотел бы вам задать, который ожидаю, что вы сможете ответить. Существуют ли какие-то характерные именно для украинской культуры аспекты, которые есть в нашем поклонении? And how might this distinct culture affect some of the practices of worship? И каким образом наша культура, наша конкретная украинская культура влияет на практику нашего поклонения? In the Ukrainian context, what does or what could worship sound like? В украинском контексте, как звучит или как может звучать поклонение? In the Ukrainian context, what are some of the ways that worship is practiced that are distinct? В украинском контексте, как мы практикуем поклонение, да? Какие есть отличительные особенности? Now, again, we could do a whole a day or two on just this topic by itself. По этому вопросу можно день или два провести. But I just want to raise the question now so we can be thinking about it. Но я бы хотел просто поднять этот вопрос, чтобы мы начали думать о нем. Thank you. Благодарю. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста. What if you're in Ukraine and someone sings Kristama? Что делать, если ты в Украине, а кто-то поет песни Криса Томлина? Where does that fit on the chart, and is it good or bad? Куда это попадает в вот этот, скажем так, в какое измерение это попадает, и это хорошо или плохо? Так, окей, the question is, who is Chris Tomlin?
Вопрос, я говорю, какой вопрос, значит, возникает? Кто такой Крис Томлин? Chris Tomlin is the writer of at least 3 of the songs that we have sung in the last 2 days. Значит, Крис Томлин, если вы не знали, кстати, это автор, по крайней мере, 3 песен, которые мы пели здесь. He's a very popular worship. I think we need to ask them who knows. Do you know Chris? Yeah. Do you know Chris Tomlin? Yes. Кто знал, что мы поем песни Криса Томлина здесь? Some. Yeah. Да, 3-4 человека. So Chris Tomlin, using a pop rock musical idiom. В общем, Крис Томлин использует стиль, как мы его называем, поп-рок. And coming from the American context, we could think of that as being cross-cultural. И, скажем, из американской культуры, когда я как представитель американской культуры могу сказать, что да, это кросс-культурный элемент, то есть межкультурный элемент. But we also need to pay attention to the many ways that in our present day, cultures are interacting all the time. И это демонстрация того, или мы должны обращать внимание на то, каким образом культуры взаимодействуют и пересекаются друг с другом. So it's not always easy to draw a distinct line and say that's not Ukrainian culture, because there may be lots of pop rock music that is enjoyed in this context. И поэтому, нельзя, знаете, быть слишком категоричным и говорить, скажем так, это не характерно для украинской культуры, потому что, возможно, у нас, нам нравится такая музыка, она приемлема для нас. So is it good or bad? То поэтому сказать, это хорошо или плохо? That's where you have to use your contextual wisdom. Вот это момент, где вам нужно свою контекстуальную мудрость применить. Вопрос тоже из разряда контекстуальной мудрости. The question is about contextual wisdom. Представьте, что вы живете в Украине, и вы человек, который вырос в православном окружении. Imagine that you was born in Ukraine, was raised in Orthodox. И музыкальное служение в церкви должно как-то соответствовать тем людям, которые уже есть в церкви. And the worship music should respond to, should reflect the culture of the people. Окружающие неверующие люди говорят, что в городе появилась американская секта. Yeah, so and people in the world, in the city say that there is a new American cult church in the city. 2-3 практических совета, как эту ситуацию можно улучшить. So your suggestion about how can we influence that situation, how can we respond? Do they say that? Так говорят? О, еще и как. Okay. И вы подтверждаете, ваше присутствие подтверждает, что мы американская секта. And your presence here confirms this. I am the cult leader. Да, я лидер. Well, I should have been barking more commands than this whole time. Да, мне надо было больше каких-то повелений вам давать. If I'm a cult leader. Я же лидер секты, надо было пользоваться. This may be a time when it would be good to encourage more local songwriting. Я думаю, что в этом отношении было бы неплохо ободрять людей или привносить больше песен, написанных украинцами. To encourage local songwriters and artists to bring their own expressions. Чтобы местные композиторы, местные авторы песен, могли выражать себя. Churches in America struggle with this as well. В Америке, можно сказать, тоже церкви с этим борются. It's almost like sometimes worship becomes franchised. Иногда поклонение превращается, знаете, в такую себе франшизу. And the ability of local songwriters to exercise their craft for worship becomes lost. И мы теряем вообще способность людей писать песни. On the other hand, с другой стороны, there is oftentimes a value in sharing a common song around the world. Есть определенные плюсы в том, что мы одну песню по всему миру знаем, да?
So how do you answer the charge that this is a new American cult? Поэтому как же ж ответить на предъяву, что вы американская секта? I don't know if there's an easy answer to that. Ну, к этому нет простого ответа. But it is important, I do think. Greg, do you have any other thoughts on that? Может, возможно, у Грега есть. My mind is going in a different place, but Okay. Нет. Yes. It is important for local expressions to be cultivated. Я думаю, что хорошим советом будет как раз культивировать проявление местной культуры в поклонении. And it begins with the belief that we here in this place have something to offer. И таким образом показать, что мы здесь, вот мы местные, можем что-то предоставить, как-то обогатить нашу культуру здесь. could I, like my mind, this is where my mind is going. Yeah. Could we try something fun? Yeah? We got a Let's. couple minutes before lunch. Greg wants to try something fun. Do you want to do something fun? Грег хочет повеселиться. Greg is the fun one. Грег веселый парень. All right. So Alright. here is the question. Вот вопрос. What is Ukrainian worship? Что такое украинское поклонение? So you've got about 30 seconds as I erase this. У вас есть 30 секунд по мере того, как я вытираю. To start thinking about this. So I'm going to go back to the U.S. Вот я вернусь в Штаты. and people are going to ask me, you were in Ukraine, what is Ukrainian worship like? И люди спросят, ты же был в Украине, как выглядит украинское поклонение? What am I going to tell them? И что я им скажу? Так же, как американцы. The same as America. All right. Well, but that's not really fair. Но это не очень правда, скажем так. So, all right, I'm going to write it down. Same Я запишу. as U.S. Такое же, как американский. What would make it distinctively Ukrainian? Language. Language? Что сделает его, ну, скажем, ярко выраженным украинским, да, что принесет ему украинскость? Я говорю язык. Although I still can't figure out if you're speaking Russian or Ukrainian. Russian. So, our folk instruments. Folk instruments. Do you use them? А вы на самом деле их используете? No. But I know someone who does. Yeah. So I see an accordion over there, but it hasn't been used yet. Ну, я вижу там аккордеон, но, по-моему, никто не играет. Мелодика песен. So the melody. The melody. Okay. Там, пожалуйста, вот там говорили. Сопилка? Ну, это да, это folk instruments. Folk instruments. Yes. Violin, well. What else would make? So what else would be Пожалуйста. distinctly Ukrainian? Well, yeah, when we sing Chris Tomlin in Ukraine. All right. So this is like same as U.S. Ну, это уже было. I want different than Еще U.S. что-то другое, чем в Штатах. Okay. Right here. Содержание песни. Если американские песни часто говорят о благодати, то поскольку мы находимся в православной среде, более частое подчеркивание греховности. As American songs are more about the grace, but as we are in Orthodox culture, we tend to emphasize sinfulness. Okay. In context of the song. Да, пожалуйста. Мы поем еще очень наш. We sing God's prayer. Lord's Sing the Lord's Prayer. Yeah. And is that something that you do all the time? Это постоянно мы так поем или нет? Мы всегда поем эту песню, ну, поем очень много. Вы всегда поете. They sing it. Okay. Yep. Украинское поклонение украинский может сделать использование в мелодии национальных наших характерных интонаций. Ага, so different Которые intonations, Ukrainian folk народные, intonations. характерные для нас, вокальные, Well, больше, чем инструментальные. distinct vocal intonations. Can I- Yeah. Vocal style. Vocal style, yes. Геннадий, пожалуйста. Что может? Очень похоже то, что говорил Павел, но вы были центральной в областной. Если бы вы поехали в маленькую церковь, вы бы увидели,
что больше грустных, плаксивых, плачевных песен, чем радостных и энергичных. rural church, like in a rural area, so you would see that there are more sad songs. Минорная тональность. Да, minor keys. Структура песен. The structure of the songs, because like the number of repetitions. Вот здесь. We never write notes or chords on slides. Еще вот здесь, по-моему, что-то кто-то говорил, нет? Кто-то поднимал руку? Нет? Yeah, right here. Песни о гонениях очень много. There are a lot of songs about persecution. Oh, really? Anybody over here? Кто-то еще? What else? Кто еще? Back there. Писання у нас мінорних і українці менш емоційні. So we are less emotional and minor keys. All right, so less emotional. Okay, so minor key, we have a second set. Less emotional. All right. Мама профессионал. Oh, okay, okay. So, what do you call it? What's the word for that? Amateur. Вопрос вот от Ноэля. Вот вы говорите о гонениях. И это выражается в песнях или это же выражается в молитвах и во всем остальном? Песни. Well, mostly in songs. But she says, well, in songs and prayers. So it depends on church and denomination. Yeah. And how big the church So is. yeah, a lot of that in Baptist, in Baptist churches. Someone else had something. Кто-то еще что-то говорил, нет? Внешний вид. Look. Or look. In what way? We have the standard way, the skirt and the... Oh, like the standard, like the folk. Yeah. Нет, not folk, not folk. But, so my question is this. Not folk, just skirt. Like Oh, like so the women wear. Стандарт. yes, dress code. Dress code. Юбка и что-то еще вы говорите? All right, so if I walk into a Ukrainian church in shorts, Если я зайду в украинскую церковь в шортах, is that bad? Wow, like you'd kill me if I did it. вас убьют. Убьют, просто растерзают. Что? So we'll accept it in Presbyterian church. It's okay to go to All right. Presbyterian church in short. Now, one of the things that Noel said Вот что-то, что Ноэль сказал. is that it's easier to understand a culture from outside. Гораздо легче воспринять, понять культуру как, ну скажем так, наблюдатель, как вне ее, да, спасибо. So, for example, in the U.S., Например, в Соединенных Штатах I'm white. я, человек белокожий, You may have not noticed that. возможно, вы не заметили. It's fairly easy for me to tell you distinctive things about African Americans. И мне, допустим, легко сказать какие-то особенности или характеристики, отличительные черты для афроамериканцев. But when someone says, "What is your culture?" Но когда кто-то спрашивает, а что такое твоя культура, какова твоя культура? It's very hard for me to say. Для меня мне тяжело ответить на это. So if you ask me, "What is American food?" Когда вы спросите меня, что такое американская еда, I wouldn't know what to say. я не буду знать, я не смогу ответить. Was that? Yeah, Mexican, Chinese, junk food. Да. Но американская еда на самом деле мексиканская или китайская, да, или, скажем, фастфуд, junk food. So let me play a little experiment. I'm going to ask George
to add to this list. As an American И who вот- knows the Ukrainian И culture, вот эксперимент. it's totally fair. И эксперимент. Вот Джордж Да. живет в Украине длительное время, и он может добавить что-то к этой доске, как как человек, который тут живет, но он извне. Remember that what happens in Poltava stays in Poltava. Но So помните, if he все, says что something bad, происходит в just let Полтаве, it go. все, что происходит в Полтаве, остается в Полтаве. Так что если он что-то скажет, то не So you want me to say the cultural things I see in there? Yeah, the things that you think are distinctive. Well, 3 sermons. What? 3 sermons? Oh, no one wants to hear 3 sermons. That's true, but they do it anyways. Great. Ну, в общем, например, отличительная особенность нашего поклонения — это 3 проповеди. 3 maybe in central Ukraine, in western Ukraine, 5, 6 sermons. And I guess 6 проповедей на Западной Украине. it must be that Ukrainians are so sinful, they need 3 or 4 sermons. Такие украинцы грешные, что им надо 3 или 4 проповеди. Americans only need 1! А американцам только одну надо. And it's short! И коротенькую. I would, I think their use of poetry Возможно, in worship. во время поклонения мы также характерно для нас использование поэзии And participation in prayers from the hall. и то, что молятся люди из зала. People, so when the leader Randomly. prays, everybody else prays? No, there's different, depending on the denomination, there's one where everyone's praying when the leader prays, but then, for example, the Baptist church, often 3 or 4 people will randomly will pray. В разных деноминациях по-разному, но, например, в баптистских церквях, да, призыв к молитве, и люди из зала просто молятся по одному, и потом лидер заканчивает. That's very Ukrainian. Это очень по-украински, как говорит Джордж. I think, yeah, I would say there is that in some ways liturgically unstructured. И я бы сказал, в каком-то смысле литургически неупорядочено. То есть наше собрание неупорядочено. But a question I have for Ukrainians is, Но вопрос, который у меня есть к украинцам. what is the order of your worship? А какой What's it based on? какой же порядок нашего собрания? На чем он основан? Because it has an order. Потому что порядок существует. But what's it based on? А на чем он основан? То есть с чего мы взяли, что так нужно проводить собрание? Someone want to answer that? Да-да-да. У нас традиция, Custom. у нас традиция, я прошу прощения, это может быть сарказм. It's maybe a sarcasm. Люди не приучены к диалогу. И Парторг всегда прав, скажу теми словами. И вот то, что он сказал, есть единственно правильное и верное это следование. Поэтому, когда вы задаете вопрос, я к чему говорю, вы задаете вопрос. The leader is right, and so it's very hierarchical. Мы молчим, потому что мы не приучены к этому диалогу. То, что я слышу здесь, что нету большой разницы между управлением протестантских церквей и управлением православной церкви. В том смысле. И есть еще одна У них Христе, у нас Разные голову. формы разные. Но та идея, что есть иерархическое управление, это менталитетность, не отличается. И как, может быть та же мысль, но дополнение. Дело в том, что украинская церковь была определенный период гонима. Определенная часть руководителей, проповедников, пастырей оказалась в тюрьмах. И потом, хотя это, конечно, с одной стороны как бы отличает все эти вещи от коммунистической среды, от православной, но потом те, кто выжили и вышли из тюрем, приобрели необычайный авторитет и начали диктовать культуру гонений и тюремную культуру как метод руководства церковью. So
they had kind of a saintly look to them. They were persecuted and then so, так что это может быть даже чудный клуб личностей. Да, это на грани. На грани, если не сам. Чудный, я имею в виду полностью, но это очень близко к этому. Так что здесь мы видим другие аспекты, которые влияют. Но один украинец мне сказал, но я не знаю, правда ли это, но сказал, что форма богослужения у баптистов хотя бы обоснована на форме проведения собрания, партийного собрания. Это правда. It's the Communist Party meeting. It's the exact same form as their worship service. Wow. And that's where they get the structure from the Communist Party. So let me see if I can But I think the Pentecostal wrap us up before lunch. И вот что-то, что хочу сказать перед обедом. So one of the things that's so important about what Noel has been saying Вот что очень важно относительно того, что Ноэль говорил. is that it allows us to look at ourselves. Помогает ли это нам взглянуть на себя? So when I look at this list, I see a couple things. Когда я вижу этот список, я наблюдаю несколько моментов. I see, for example, same as USA. Я, например, вижу такое же, как в Штатах. And that would be a way that you aren't Ukrainian. И это как бы момент, в который, вы как будто не украинцы. It would be a way that you're cross-cultural. Это, скажем так, момент или измерение кросс-культурное, межкультурное. Now that's not bad in itself. Это само по себе не так плохо или неплохо. But if you go to Korea or Singapore Но если вы поедете в Корею или в Сингапур and you close your eyes, и закроете глаза, you would not know that you weren't in an American church. вы не почувствуете, что вы были в американской церкви. The problem with that И проблема с этим, is that people have traded in their own culture for another culture. You mean you will experience? That's what happens. да, Yeah. то есть вы наоборот почувствуете, что вы были в американской церкви. И проблема с этим, что люди разменяли свою культуру в угоду американской. So it's no longer cross-cultural worship. Поэтому это больше не кросс-культурное, не межкультурное поклонение. Someone else's worship has completely taken you over. Но чье-то поклонение вас абсолютно захватило. So I see a few things that seem distinctly Ukrainian to me. Я вижу несколько вещей, которые конкретно украинские, как мне кажется. So, for example, the sad songs in minor key, Например, грустные песни в минорном ключе, the vocal style, вокальные стили, интонации, the 3 sermons, 3 проповеди, which is crazy, что как бы удивительно. but far be that for me to judge. Да, но я же тут не для того, чтобы судить. Participation in prayer, Участие в молитве, unstructured. неструктурированность. So now let's think about the way the Nairobi statement might reflect on this. Давайте подумаем через призму или того, как найробийское утверждение может быть отражено в этом. It could be some of those unique things in Ukraine are the contextual items that the Nairobi statement talks about. Возможно, вот эти вещи, которые конкретно или отличительны для Украины, могут быть отличительными в контексте найробийского утверждения. When I see hierarchical, Когда я вижу иерархичное, a top-down way of leading, иерархичное управление, да, то есть сверху вниз управление. I think this might be a way in which you would want to be counterculture. Наверное, вот как бы в этом моменте, возможно, вы хотели бы быть или стоит быть контркультурным. You might consider ways that the church could open up the structure to younger people. Вы хотите подумать, или, возможно, вам следует подумать о том, как церковь может открыть свою структуру для молодых людей. For example, Для примера. when I see
unstructured, когда я вижу вот такую отсутствие структуры в служении, you might say, okay, that's a unique and a good thing about Ukraine worship. вы можете сказать, ну это уникальная и хорошая, скажем так, черта украинского поклонения. But this might also be an opportunity to look at transcultural worship. Но это может быть возможность для нас внедрять внекультурный аспект поклонения. And say, could we learn from the historic church about how to better structure our worship? Мы можем спросить себя, можем ли мы обратиться к опыту исторической церкви, чтобы лучше структурировать наши собрания. So it's only the beginning of a conversation. Так что это просто начало для начала нашего разговора. But I think that the trick to this whole discussion И смысл, или, скажем так, фишка этой нашей всей дискуссии is to celebrate who God made you to be, состоит в следующем, чтобы праздновать или радоваться тому, кем нас сделал Бог. make sure that you are clinging to the essentials of the faith and of worship, Убедиться в том, что мы направляемся к сущности веры и поклонения, from other cultures. и учиться и внедрять какие-то элементы от других культур, хорошие элементы. So I was just being provocative when I asked Noel about Christamon. И я, конечно, был, скажем, выступал как провокатор в каком-то смысле, когда Ноэля спрашивал про Криса Томлина. But there is a little bit of truth to that. Но есть немножко правды, то есть есть немножко смысла в этом. I want to make sure that you don't hear the wrong thing from us. Я хочу убедиться, что вы не слышите каких-то неправильных вещей от нас. It would be a shame if you came away from this weekend and figured out how to worship more like Americans. Это было бы очень нехорошо, если бы вы уехали с этого времени, да, с нашей конференции, и подумали о том, как можно поклоняться в более американском стиле. Our hope is that we are teaching you principles, Наша задача здесь учить вас принципам, and then you'll be able to apply those well in your local congregations. которые вы сможете потом применить в вашем местном контексте, в вашей местной церкви. My strong hope is that the next time I come back to Ukraine, И моя надежда, что когда я приеду в Украину снова, that I'll hear even more Ukrainian songs, я буду слышать больше украинских песен. and someone will play the accordion over there. И кто-то будет играть на аккордеоне, но там баян. Yeah. All right. Someone's gonna be like, okay, I'll do it. That's accordion. So we need to go to lunch, but thank you. This has been a great conversation. Хорошо, нам нужно идти на обед, но спасибо, это было очень интересно.